Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой роскошный модный джемпер, значит, на лето, такой, знаете, мелким узором ажурным, очень модными ромбиками такими. И, в очень хорошо будет смотреться на любой фигуре, на любой возраст подойдет. В общем, короткие рукавчики, пышненький такой прям весь оригинально-сексуальный, я не знаю, но мне очень понравился, с рукавами реглан, да. И поэтому я остановила на нем свой выбор. Из многих джемперов выбрал именно его. И сегодня мы с вами составим подробнейшее описание на несколько размеров с 42 по 52 размер. У нас будет сегодня составляться описание с вами. Подробнейшим образом попетельно разберем процесс вязания данного джемпера. Причем у нас будет использоваться реальная пряжа, реальные спицы. Мы с вами будем попетельно располагать узоры на тот или иной размер. Вот. И я вам расскажу, как сделать регланные вот эти скосы, сформировать. Описание у нас будет составлено и выложено под видео для вашего удобства. Я думаю, что с этим проблем не будет. Такой прекрасный, красивый ажурный джемпер, я думаю, вы свяжете. И все у вас очень легко и быстро получится, потому что узор реально очень-очень легкий. На 6 петельках всего раппорт узора. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого джемпера, топа, я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Hobby. У нас полухлопковое содержание, 55% хлопок, 45% акрил. Цвет 0,1, 50 грамм, 165 метров. Турецкая пряжа хорошего качества. И вот так выглядит у нас наш ажурный узорчик. Красивые благородные ромбики, такой меленький узорчик, да, довольно эффектно смотрится в самом изделии, да. С широкими рукавчиками. У нас вообще такая вся пышная кофточка это. И, в общем-то, я считаю, довольно модненькая, интересненькая на лето. Вот. Давайте сейчас посмотрим схему этого узора. Она очень простая. Хочу обратить ваше внимание на этой картине на фасон модели. Как видите, у нас перед и спинка одинаковые с глубоким вырезом, да, рукава реглан, короткий рукавчик, свободный такой крой. То есть у нас идет узкая резиночка по низу, и здесь очень большой идет напуск, значит, ажура нашего. То есть мы будем после резинки делать значительные прибавочки, чтобы вот такую пышноту нам создать в объеме. Так, теперь давайте про схему. Схема. Вот так выглядит у нас с вами схема узора. Смотрите, вот так лучше. Делайте скрин, девочки, сразу экрана. Смотрите, раппорт узорчика у нас 6 петель. Я его выделила красным. Можно его по-другому выделить. Вот здесь с краечка, да, тоже самое, как ромбик его выделить. Как вам удобнее, собственно. От переменными слагаемых значение суммы не меняется. Вот здесь у нас на схеме показано начало регланных убавок. Соответствует 9 ряду раппорта. Раппорт в высоту составляет 12 рядов и 6 петель в ширину, как я уже говорила. Так, и, в общем-то, вот эти попетельные убавочки у нас идут с вами в каждом втором ряду, в каждом лицевом ряду. То есть это у нас правые регланные убавки, это левая сторона, да, то есть как вам
Все здесь, в принципе, очень подробнейшим образом расписано. Да? Мы с вами свяжем образец согласно данной схемы. Я вам расскажу, как здесь расположить петельки, как вязать узор. Я думаю, с этим проблем не будет. Условные обозначения очень простые. Кружочек – это накид. Вот эта черточка наклонная – это 2 вместе лицевой влево и 2 вместе лицевой вправо. То есть зеркально у нас идет, да? И вот этот знак 3 вместе лицевой. Мы с вами будем вязать образец, и каждый ряд я подробнейшим образом вам буду рассказывать, как располагаются там петли и что мы с ними делаем. Поэтому, пожалуйста, смотрите, это вторая часть видео будет. Так, и что, собственно говоря, наше с вами описание, которое я всегда составляю. Открываем его. Смотрите, будем размеры, я уже озвучивала, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Спицы будем использовать 3,5. Пряжу вы уже видели. Расход общий на изделие будет у нас составлять 350 на самый маленький размер грамм. Ну и в зависимости от размера до где-то 500 грамм, наверное, уйдет. Потому что довольно пышная такая у нас объемная вещь, пышный, да, узор. И, в общем-то, да, до 500, пожалуй, на 52 размер пойдет. Все вот эти попетельные наши раскладочки я расшифрую в конце видео, где мы будем с вами, я буду рассказывать, чертить, рисовать вам, как мы располагаем узоры, да, откуда какие вот эти петельки берутся и так далее. Но, в принципе, здесь все понятно, можно просто ознакомиться с этим описанием. Здесь очень подробно расписана последовательность всех наших действий. Схема нам в помощь, тем более. В общем, вяжи не хочу. Я считаю, это легкое изделие, тем более узор такой еще наипростейший. В общем, девочки, смотрите это описание под видео и, в общем-то, более детально смотрите до конца. После того, как свяжем образец, в конце видео я рассказываю вам это все как бы схематично черчу, да? Итак, давайте с вами приступим к вязанию образца. Итак, девочки, мы для образца будем набирать с вами 43 петли. И будет у нас с вами раппорт узора 6 петель. И в высоту я даже не посчитала, сколько рядов. Сейчас скажу. 1, 3, 5, 7, 9, 12 рядов, девочки, будет у нас раппорт в высоту. 6 петель у нас раппорт узора. 6 раппортов у меня вот здесь уже связан один раппорт в высоту. 6 раппортов по 6 петель, это 36. 2 петли справа для симметрии и 3 петли слева для симметрии. Добавляется. Вот, 2 кромочные. И вяжем с вами первый раппорт узора. Первый ряд. Значит, 2 лицевые. Это для симметрии, которые я говорила. И далее вяжем раппорт. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Вот наш раппорт. Далее до конца ряда давайте вместе продолжим. Покажу вам первый ряд, как распределяем раппорты. А потом вы, конечно, можете не 6 раппортов сделать, а меньше значительно. Просто потренироваться. Далее вяжем опять 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Второй раппорт связали. Третий вяжем 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали. И так до конца ряда. В конце ряда у вас, девочки, должно остаться 3 лицевые петли для симметрии и кромочная. В конце ряда, как я и сказала, вот 3 лицевые у нас после связанного раппорта. И кромочную мы вяжем изнаночной. Так, все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли, накиды изнаночными провязываем. Ну, то есть у нас, собственно, все петли изнаночные вместе с накидами. У нас с вами третий ряд раппорта. Вяжем
2 лицевые для симметрии. И начинаем раппорт узора. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я бабушкины петли вяжу, поэтому мне вот так удобно, переснимаю. Накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, то есть первая в начале вправо, потом накид, лицевая, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт связали. Продолжаем. 5-й ряд у нас с вами. Вяжем 2 лицевые для симметрии. Начинаем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Затем у нас идут, это был первый раппорт. Он у нас отличается от всех раппортов, потому что крайний был, и в общем-то все крайние раппорты вместо 3 вместе лицевой будут вязаться 2 вместе лицевой, потому что чтобы количество накидов совпадало с убавками, да? Поэтому смотрите, вот мы связали один раппорт, следующий раппорт начинается 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я для этого первые и вторые петельки меняю местами. Провязали 3 вместе лицевой, делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Второй раппорт провязали, далее опять повторяем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые, снова накид и так далее. Следующий раппорт пошел, то есть они очень похожи. И смотрите, в последнем раппорте мы вяжем накид 2 вместе лицевой, так же как здесь у нас в самом начале был 2 вместе лицевой, да, вот 2 вместе лицевой, ну и для симметрии наши 2 лицевые, кромочные, изнаночные. Отлично. 7-й у нас с вами ряд, вяжем первые 2 лицевые для симметрии, далее начинаем вязать раппорт узора, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Первый раппорт связали. Следом второй такой же. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И так далее продолжаем раппорты. В крайнем раппорте, девочки, после того, как мы свяжем 4 лицевые, я рекомендую вам сделать накид и 2 вместе лицевой. Лицевая, кромочная, изнаночная. Вот так. И по схеме оно, собственно, также закончить рекомендуется. Именно в 7-м ряду. Так, хорошо. 8-й ряд вяжем изнаночными петельками. 9-й ряд у нас с вами. Вяжем 2 лицевые для симметрии. Далее вяжем раппорт узора. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт. Повторяем такой же раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И так далее вяжем. 11-й ряд у нас с вами раппорта. Вяжем 2 лицевые для симметрии. Далее вяжем раппорт. 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая. Раппорт связали. Повторяем раппорт. 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая. И так далее. Повторяем раппорты. На этом раппорт заканчивается, девочки. И повтор идет снова с 1-го ряда, с 1 по 12. Я рекомендую вам еще сейчас высоту связать, пару раппортов, да, и затем мы сделаем влажную тепловую обработку образца.
Делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром я вот так обдаю наш образец и тяну его в разные стороны. Вправо, влево, вверх, вниз. Так, обращаю внимание на края. Они у нас тоже будут участвовать в расчете. Поэтому края тоже надо отпаривать, чтобы кромочные посчитались. Оставляем в таком состоянии сохнуть. Значит, измеряем ширину образца вместе с кромочными 23 сантиметра. И 43 у нас участвовало. 43 поделим на 23. Получаем 1,85 напишем сотых. Я пишу, что плотность у нас в 1 сантиметре 1,85 петель. По вертикали, девочки, измеряем. Также прикладываем нашу линеечку и измеряем. Вот у меня 15,5 сантиметров. Считаем ряды. Так, в рядах у меня получилось, смотрите, 2 раппорта по 12 рядов, это 24 ряда. И еще я связала 8 рядов. Получилось у меня 32 ряда и делим на 15,5 сантиметров. Получается 2, ровно 2. Запишем, что в 1 сантиметре у нас умещается ровно 2 ряда. Вот такая у нас получилась с вами картина в расчетах. И сейчас мы будем с вами составлять описание с учетом выкройки и вот этих цифр плотности. У нас будет вот такая сегодня с вами выкройка. Составлять описание мы будем сегодня на 42-44 размер, 46-48 размер, 50 размер, 52 отдельно. То есть вот такая вот у нас будет с вами особенность. Смотрите, ширина у нас будет спинки и переда, они будут абсолютно одинаково вязаться. Значит, 49 сантиметров. Затем здесь у нас будет с вами 52 сантиметра. На 50 размер будет 56 сантиметров. И на 52 размер будет 59 сантиметров ширина. Вот здесь. Так, и смотрите, что у нас по петельно получается. Значит, 49 умножаем на нашу плотность, которую мы с вами определили, 1,85. Да? Значит, 49 умножаем на 1,85. Получаем 91 петля. Я уже написала. Вот. И также я определяла для других размеров. Для 97 у меня получилось 103 и 109 петель. Так, на 4 наших размера. Еще раз показываю. 42, 44, 46, 48, 50 размер, 52. И это их ширина спинки. Так, и переда. Далее, распределили петли. Теперь нам необходимо с вами связать планочку резиночкой 2 на 2 на высоту 6 сантиметров. Не такое количество. Это количество петель для узора. На планку резинкой, которая будет вязаться 2 на 2, будет набираться меньшее количество петель. Я там посчитала, в описании под видео я это выложу. Здесь я сейчас не озвучиваю, вы сами все почитайте под видео. Затем мы в последнем изнаночном ряду планки равномерно добавляем петли, там по 7-9 петель. В зависимости от размера. И получаем вот на это количество петель. Почему на это количество петель? Сейчас я объясню, как я расположила узоры, девочки. Узор у нас с вами раппорт 6 петель, да? И смотрите, что у нас с вами получается. 91 петля первый размер поделить на 6. Получаем с вами, смотрите, 14 раппортов у нас будет. 14 по 6. Это будет 84 петли, да? И помните, мы с вами 5 петель добавляли для симметрии по схеме, и 2 петли кромочные у нас были. Вот отсюда взялись 91 петля. Видите? То же самое касалось и других размеров. Здесь я просто уже добавляла по одному раппорту. Да? То есть 91 плюс 6 петель раппорт будет 97, потом еще 6 будет 103, и еще 6 будет 109. Понятно, да? То есть на один раппорт больше. И схематично это будет вот так, девочки, выглядеть. Я обычно вот так рисую, да?
И смотрите, значит, у нас 2 петли лицевые будут перед раппортом. Затем у нас идет с вами 12 раппортов. Это первый размер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, там 12, да, по 6 петель. И заканчиваться все это будет 3 лицевыми. И, соответственно, 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. Да? То есть как-то вот так. И еще, значит, в зависимости от размера добавляем в середину раппорт. Смотрите на нашу схему, я объясняю. Вот эти 2 петли у нас идут перед раппортами всеми, 2 лицевые, видите? И здесь же у нас в конце идут 3 лицевые. Вот заканчивается раппорт, и 3 лицевые добавлялись у нас. Мы их также вязали с вами, когда вязали узор, понятно. И еще кромочные справа и слева дополнительно. Поэтому плюс 7 петель получается. Так, смотрите далее. Очень важный момент. Здесь у нас на этой же схеме показано начало регланных убавок. Мы также это все будем с вами сейчас проговаривать. Смотрите, вяжем мы с вами вот таким количеством петель, которые набрали, прибавили и вяжем, да, вяжем на высоту 34 сантиметра. У нас раппорт по высоте составляет в 1 сантиметре 2 ряда. Видите, вертикальный раппорт. Ой, вертикальная плотность 2 ряда. Так, и раппорт по высоте у нас 12 рядов, да, 12 рядов раппорт. Смотрите, если я беру 34 сантиметра в высоту, перевожу их в ряды, умножаю 34 сантиметра на плотность 2, получаю 68 рядов. 68 рядов я делю на 12. 68 поделю на 12. У меня получается 5 целых раппортов. 5 раппортов. 5 на 12 это 60 рядов. У нас регланные убавки по схеме идут в 9 ряду раппорта. Вот смотрите, раппорт, да, 1, 3, 5, то есть все наши лицевые ряды. И вот 9 ряд это начало регланных убавок. Именно так вы начнете убавлять здесь. Свяжите 5 раппортов и 8 рядов, и в 9 ряду раппорта начнете убавки согласно данной схемы. Видите, прямо вот один в один вяжете, да? То есть первая у вас регланная убавка начнется в 9 ряду раппорта. Вот она, 2 вместе, видите, лицевой идут с наклоном вправо. Через 2 ряда у вас будет идти в каждом втором ряду регланной убавки. Через 2 ряда у вас будут идти еще 1 убавка, затем еще через 2 ряда еще, то есть в каждом втором ряду, вот согласно этой схеме делайте убавки. Это у нас идет правая сторона, это левая. Все делайте, как здесь написано, девочки, согласно этой схеме регланной убавки. И смотрите, получается у нас, значит, 17 петель на первый размер, 19 петель на второй размер, 21 петля и 23 петли регланных убавок. Вот у нас в каждом втором ряду, согласно данной схеме, будет убавляться. Да? Соответственно, высота проймы у нас будет разная, в зависимости от размера. Да? Я тут написала 17, 19, 21 и 23 сантиметра. Вот я это все расписала. А это ряды. Сколько это будет составлять в рядов. После того, как вы каждый на свой размер свяжете вот эти регланные убавки по схеме, вот, вам необходимо будет оставшиеся петли отложить на вспомогательную спицу. Они у нас затем будут участвовать в планку. Мы их включим в вязание планки. Планка будет тоже вязаться по вырезу горловины резиночкой 2 на 2. Понятно, да? Перед у нас вяжется идентично спинке 1 в 1. Теперь на рукав переходим. Рукав. Здесь тоже будет планка резинкой 2 на 2 начинаться. Тоже будет другое количество петель набираться. Я там уже посчитала, чтобы все четко совпало. Будет в описании, да? Затем в последнем изнаночном ряду вы также добавите равномерно n количество петель, я написала какое количество петель, и должно у вас получиться тоже согласно всех наших размеров 79 петель, 85, 91 и 97. То есть рукав очень широкий. На высоту 10 сантиметров, то есть 20 рядов, вы также вяжете этим ажурным узором по схеме, и затем у вас опять в 20 ряду
Вот вы связали 20 рядов, да, и в 9 ряду раппорта также у вас, смотрите, 10 сантиметров это 20 рядов, согласно нашей плотности по вертикали. Вот, и это составляет 12 рядов раппорт и 8 рядов тоже раппорт. В 9 ряду раппорта вы делаете регланные убавки также, видите, да, идентично нашей схеме вот этой, также абсолютно так же, как вы делали это на спинке переда. Да? В каждом втором ряду вот такое количество петель у вас будет убавляться. Так, и затем, согласно, значит, всем нашим вот этим попетельным расчетам, у вас должно остаться, значит, на первый размер 45 петель, 47, 49, 51 петля. Вот здесь. И вы их все единым махом закрывать не надо. Также их откладывать на вспомогательную спицу. Все вот эти петли рукавов. В сантиметрах это будет выглядеть как 45 поделить на плотность 1,85. Это 24 сантиметра, 25, 26 и 27. Кому интересно, откуда взялись эти цифры. Вот. Затем на круговые спицы все отложенные петли переснимаем, да, и вяжем нашу планку резинкой 2 на 2. Вот. Как ее красиво и правильно связать, там тоже будут убавочки идти. Я это все выложу под видео, девочки. Для вашего удобства вы все почитаете, описание более подробно. Я просто сейчас кратко хотела вам рассказать суть, откуда берутся эти петли, как распределить узор, как делать регланные убавки. Да? То есть у вас есть схема, и по ней все очень легко делать. В каждом втором ряду у вас, в зависимости от вашего размера, будут идти вот эти попетельные убавки. Вот. То есть 17 петель, 19, 21 и 23 петли. Я надеюсь, вы все это внимательно прочитаете под видео описание и все поймете. А я на этом с вами заканчиваю мастер-класс. В принципе, здесь несложное изделие, несложно вязать. После того, как вы все это дело свяжете отдельно, отпарите, сделайте швы, да, и приступите к вязанию выреза горловины, как я вам только что описала. Все петли переснимайте на одни круговые спицы, можно меньшего диаметра взять, и вяжете эту беечку 4 сантиметра в высоту, ну, планочку, беечку. Все, мои хорошие, надеюсь, что все понятно. До новых встреч. Удачи вам желаю.